Всем привет! Мы находимся в кулинарной студии Кинза. Сегодня мы будем точить нож, и для заточки мы с собой взяли точилку Кадет. Одно из плюсов – то, что точилку Кадет можно взять с собой абсолютно куда угодно. Здесь ножами пользуется не только сам шеф-повар, но и множество людей. Точить мы будем всем известный нож из Икеа из нержавеющей стали. Я думаю, наверняка у многих есть такой дома. Для заточки будем использовать камни Барайт серии Т2, и микроподвод будет при помощи камня Arkansas Black. Угол для заточки у нас будет составлять 36 градусов для большей стойкости. Несмотря на то, что у ножа слабо выраженные спуски от обуха, но этот нож можно легко зажать в зажимах точилки Кадет. Мы расположили нож таким образом, чтобы плейн, это прямая часть ножа, была параллельно рамке, ну а его кончик, так скажем, одолели от центра. Так как наш нож сильно подтуплен, имеет сильные замятия и сколы, мы его начнем затачивать с камня Барайт 150. Устанавливаем его в держатель абразива. Так как мы точим барайдами Т2 и в конце будем точить арканзасом, толщина камней у нас отличается, но так как я буду переходить на более большой угол, компенсатором толщины абразива я пользоваться не буду. Сейчас устанавливаем угол заточки. Так как нам нужен угол 36 градусов, мы выставляем 18 на сторону. Обнуляемся на держателе абразива. Устанавливаем на площадку для электронного угломера и добиваемся необходимого нам угла. Вот у нас выставлен уже 18 градусов ровно. Фиксируем наш поворотный механизм и приступаем к заточке. Также хочу обратить ваше внимание на то, что у точилки Кадет предусмотрены ограничители. Они служат для того, чтобы камень во время заточки у вас не уходил с ножа. Мы вышли на заусенец по всему ножу. Сейчас переворачиваем нож и протачиваем его с обратной стороны. Также добавлю снова масло Барилюб на камень Барайт. Мы вышли на заусенец, я установил следующий камень, это Барайт 320. И одно из преимуществ камней Барайт, то что можно работать практически по всем сталям твердостью до 62 единиц. Переходим на 600 Барайт. Также с добавлением Барилюб. И работаем по заусенцу. Угол во время заточки мы пока не трогаем. Сейчас очищаем нож от шлама, устанавливаем 800 Барайт и продолжаем уменьшать риск. Мы установили камень Arkansas Black. У нас угол заточки был 18 градусов на сторону, мы же будем делать микроподвод, и угол у нас ставит 20 градусов на сторону. Обнуляем на держателе абразива. Устанавливаем угломер на площадку и добиваемся угла заточки в 20 градусов. Зафиксировали. На Arkansas мы добавляем масло для заточки и работать будем с белой пастой Люксор, которая идет 0,3 микрона. За счет пасты у нас заточка будет быстрее. При помощи Арканзаса мы не только создадим микроподвод, но и уберем заусенец. Также еще хочу сказать то, что за счет того, что мы использовали масло, люксор у нас легко наносится. Люксор не надо никак размягчать или нагревать. От того, насколько ваш нож будет хорошо резать и насколько долго, влияет отсутствие заусенца. Поэтому в конце заточки важно его убирать.
Если вы начинающий заточник, необходимо пользоваться электронным микроскопом, либо же увеличительным стеклом. Но, так скажу, что визуально заусенец можно даже и не увидеть. Но от того, как ваш нож будет резать салфетку, можно понять, есть заусенец или же его нет. К примеру, сейчас я провожу по 10 раз с каждой стороны по одному разу. И после этого уже можно будет тестировать остроту этого ножа. Проверим остроту ножа на газете. И попробуем фигурный рез. Легко. Контрольное измерение при помощи тестера остроты BESS 22 грамма. Как видите, это бритвенная острота. Мы добились рекордной бритвенной остроты на обычном ноже из IKEA, используя при этом точилку Cadet Expert. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ну а у кулинарной студии Кинза теперь будут самые острые ножи.